Всем привет! В этом видеоуроке мы с вами будем вязать две корзиночки. Одна корзиночка будет квадратной, другая вот такая вот маленькая с круглой основой. Также мне понадобится один моток трикотажной пряжи. Я вяжу из пряжи Триколина. Это 100% хлопок, пряжа украинского производителя. И выбрала цвет парное молоко. Трикотажная пряжа шириной 7-9 мм. Вот такое вот донышко кругленькое в диаметре 10 сантиметров. И квадратик, который по сторонам 15 на 15 сантиметров мне понадобится. Все эти материалы вы можете приобрести на сайте Триколина. Для того, чтобы связать корзиночки, мне понадобится крючок. Я буду вязать крючком 6 мм в диаметре. И еще я приготовила крючок меньшего диаметра для того, чтобы спрятать ниточки. Мы приступаем к вязанию корзинки, и я предлагаю начать с маленькой круглой корзины. Предварительно я вам предлагаю размотать пряжу и положить ее удобно. Теперь берем хвостик пряжи и оставляем небольшой, примерно сантиметров 20-30. Берем нашу основу и вводим крючок в одно из отверстий. Теперь пряжу крючком подхватываем и протягиваем в отверстие. Ту ниточку, которая у нас хвостик, мы просто пальчиком придерживаем, и она нам пока что не нужна. Вводим крючок в следующее отверстие, подхватываем нашу пряжу, достаем и сразу же протягиваем в петельку. Сильно не затягивайте ниточку вот тут вот на крючке, но и она не должна болтаться. Мы вводим крючок в следующее отверстие и достаем нить, протягиваем ее сразу же в петельку, которая на крючке. Вводим крючок в следующее отверстие, подхватываем рабочую нить и протягиваем сразу же через петельку, которая у нас на крючке. Вот таким вот способом мы идем с вами по всем отверстиям и завершаем ряд вот тут. Провязываем такую косичку и обвязываем наше донышко. Я подошла к предпоследней петле, обвязала все так, как я вам показала. Теперь вот тут вот нам нужно завершить этот ряд. И завершить его так, чтобы не было видно переходов, чтобы эта косичка замкнулась и наше донышко выглядело красиво и эстетично. Поэтому я предлагаю сейчас последнюю вот эту вот петелечку, вернее дырочку, провязать петельку не ниточкой, которой мы только что вязали, которая у нас рабочая нить уходит в клубочек, а тем хвостиком, который мы оставили в самом начале. Для этого нить просто оставляем, вводим крючок в следующее отверстие, это уже последнее отверстие, подхватываем нить, которая у нас хвостик, и протягиваем в петельку. Точно так же, просто другой ниточкой. Да? И ниточку вытягиваем на лицевую сторону. Вот так полностью достаем ее из петельки. Теперь, чтобы закрыть этот ряд, мы сформируем точно такую же петелечку, как и все наши петельки этой косички. Поэтому крючок лучше взять поменьше, вам будет удобнее так. Я беру 3,75 мм и крючок ввожу вот так вот параллельно основе
под 2 петельки, вернее под 2 ниточки самой первой петли. Вот таким вот образом. А теперь этот хвостик, который мы уже достали, я подхватываю крючком и вытягиваю. Как вы можете посмотреть и увидеть, у нас сформировалась уже одна половиночка нашей петельки. То есть вот эта часть, да? Вот мы ее сформировали. Теперь нам нужно закрыть петлю и сформировать вторую часть, вторую половинку. Для этого ниточку нужно протянуть вот в это отверстие. Для этого я переворачиваю основу и крючок ввожу вот сюда. Таким образом, чтобы крючок прошел через отверстие фанеры и в серединку нашей вот этой последней петельки. Сюда же подхватываю нить, хвостик, и достаю на изнаночную сторону. Давайте посмотрим. Вот так вот у нас получилось. Видите, наша косичка стала беспрерывной. Теперь вот этот хвостик можно подтянуть, подправить. Перевернем, посмотрим, как с изнаночной стороны. С изнаночной стороны вы видите, у нас тоже все красиво. И вот тут вот хвостик мы можем теперь тоже вытащить. Чтобы закрыть вот этот ряд, да? Мы находим петельку, из которой вот у нас выходит наша основная нить. Отодвигаем косичку и в отверстие вводим крючок. Теперь ниточку, хвостик подхватываем и протягиваем на лицевую сторону. Но смотрите, как я протягиваю. Протягиваю так, чтобы мы миновали косичку. Вот таким вот образом. Видите? Дальше не достаю. Уже сформировала как бы такую вот петлю. Теперь в эту петлю я ввожу крючок уже шестерку. То есть я поменяла крючок и взяла свой основной крючок. И провязываю уже вот этой ниточкой, которая у нас уходит в клубочек. Хвостик прижимаю просто пальчиками к основе. Я провязываю эту петлю. Если нужно, можно подтянуть за хвостик, чтобы вот эта вот петелечка затянулась и была необходимого размера. Вот так красиво и аккуратненько мы с вами перешли. И сейчас приступим к вязанию уже стеночек нашей корзины. Значит, косичку нашу вот так отодвигаем и вводим крючок просто в отверстие, в ту половинку отверстия, которая у нас осталась. Вот так. То есть никакую ниточку на крючок мы не надеваем. Мы просто сбоку вот так вот вводим крючок. Хвостик здесь прижимаете пальчиком, а нить, которая уходит в клубочек, наша рабочая нить, сейчас мы вяжем ей. И уже будем вязать именно этой ниточкой. Достаем петелечку в уровень с петлей, которая у нас находится на крючке. Опять набрасываем ниточку на крючок и протягиваем через 2 петельки. Точно так же отодвигаем ниточки, вводим крючок, подхватываем рабочую нить, достаем в уровень с той петелькой, которая на крючке, и провязываем. Отодвигаем ниточку, вводим крючок, подхватываем рабочую нить и провязываем. И вот таким вот способом, не спеша, мы вяжем с вами полностью по кругу. Доходим до этой ниточки, до этой петелечки и здесь встречаемся. Да? Провязываете петелечку. Достаете через 2 и вот так вот проворачиваете. Ну, то есть вы можете провязывать несколько петель
и вот так вот проворачивать ваше вязание. Опять провязать несколько петель и проверить, чтобы вертикально стеночки уже росли. Провязываем и встречаемся для завершения ряда. Я провязываю последнюю петелечку в рядочке, подворачиваю вот так вот стеночку, да, формирую, подворачиваю вот так вот наш рядочек. И как мы будем с вами завершать наш ряд и переходить на следующий? Я предлагаю вариант бесшовного соединения. Поэтому мы достаем нить, которая у нас на крючке. Достаточно, ну так, длинненькую петельку формируем. Дальше находим самый первый столбик. Вот он. И вот эту вот шапочку нашего столбика, то есть самую первую косичку, которую мы видим, когда перевернем вязание вот так вот к себе фанерой, да, параллельно фанерой. И вводим крючок под эту первую косичку. Вот так вот, под 2 ниточки. Раз, два. Вот так вводим крючок. Теперь наша петелька, которую мы только что достали, длинненькая, да? Проверьте, чтобы она была достаточно длинная, чтобы вот так вот могла пройти ваша фанера в эту петельку. Мы подхватываем петлю крючком и достаем наизнанку. Смотрим на то, чтобы вот этот вот момент у нас был достаточно плотно подтянут, то есть подтягиваем вот сюда петлю, и чтобы вот эта петелька была примерно такого же размера, как и все петли в ряду. Теперь берем наш хвостик левой рукой и продеваем в него всю нашу вот эту вот основу и вязание полностью, вот так вот. Теперь будьте внимательны здесь, ничего сложного, но просто чтобы у нас с вами все совпадало по действиям. Мы находим нашу нить, которая рабочая нить наша, и берем ее у основы петли. И вот так вот осторожненько вытягиваем нашу ниточку и, как вы видите, затягиваем петлю. У меня немножечко расползлось вот здесь, поэтому я опять подтягиваю и продолжаю вытягивать эту петлю за хвостик. Вот так. Когда затянулась петля, я беру уже ту нить, которая, вернее, ту же нить, да, то есть только уже у основы этой затянутой петли. Вот сюда. И продолжаю подтягивать. Вот так. Видите? Теперь еще немножечко можно вот тут подтянуть. И опять-таки за этот хвостик. Вот. Вот что у нас получилось. Как должно выглядеть? Проверьте. И вот наш ряд закрылся. Здесь нет никакого шва и перехода. Внутри есть небольшой вот такой вот узелочек, который, в принципе, заметен слишком заметен не будет. Если мы все осторожно, аккуратно сделаем дальше, то у нас вообще переход будет очень незаметным. И мы с вами получили уже красивую обвязанную основу и первый ряд наших стеночек. Давайте сейчас перейдем на второй ряд и провяжем его. И опять-таки беру свой основной крючок номер 6. Дальше мы будем вязать уже им. И нахожу ту галочку, вот эту, да, в которой, если перевернуть сзади, будет этот узелок. Ну, вот эта ниточка, да, которую мы только что затянули. То есть вот
вот эта галочка. И ввожу крючок в раскол этой галочки. Что означает в раскол? Сейчас я вам покажу еще, смотрите, подробнее. Если мы перевернем, то мы видим вот тут вот шапочки наших петель. И видим две ножки вот такие вот, ниточки две, да, две ножки. И точно так же здесь вот ножка, и вот вторая, ее практически сейчас не видно. Так неудобно на первом ряду, потому что наши петли достаточно затянуты, потому что мы обвязывали фанеру. Дальше будет проще. Но все же тоже тут ничего сложного нет. Я ввожу крючок прямо вот так вот в серединку этого столбика, вот так. И сейчас, секунду. Вот так выглядит с изнаночной стороны. Хвостик пока оставляем и не трогаем. Мы его спрячем немного позже. Теперь берем нашу нить рабочую, да, и вытягиваем ее на лицевую сторону. Рабочую нить опять подхватываем крючком и достаем вот сюда. Так. Вот что у нас получилось. Мы перешли на второй ряд. Затем крючок вводим в следующую галочку. Вот так вот. Под шапочкой и между двумя ниточками. Подхватываем рабочую нить. Достаем, выводим ее в уровень с той петлей, которая у нас на крючке. Подхватываем рабочую нить и через две нити тут подтягиваем уже на крючке, да, чтобы не болталось. Вот так вот формируем галочки второго ряда. Следующую петельку точно так же вводим крючок в серединку галочки. Подхватываем рабочую нить, достаем ее в уровень с петлей, которая на крючке. Подхватываем рабочую нить и продеваем через две петли. Подтягиваем ниточку вот тут, вот подтягиваем ниточку, которая у нас на крючке. Вот так вот вы провязываете весь второй ряд, формируя красивые галочки ровные, никуда не спешите. Проверяйте натяжение нити, оно должно быть одинаковым. И тогда у вас все получится. Когда вы достаете ниточку, то выводите ее в уровень с петлей на крючке. То есть не больше, да, крючок, не вот так вот, не меньше, а вот примерно в уровень. И тогда у вас будут красивые пышные галочки, при этом они будут достаточно затянуты, потому что эту шапочку вы подтягиваете каждый раз. Вот так. Давайте провяжем второй ряд самостоятельно до конца, да, во все галочки, и встретимся вот тут вот, для того, чтобы еще раз закрыть ряд. Подхожу к завершению второго ряда. Давайте вместе провяжем последнюю петельку и перейдем с вами на третий ряд. Вводим крючок. Здесь немножечко могут, как вы видите, да, отличается петля, и ниточка уже уходит наверх. То есть, в общем, не обращайте на это внимания. Вы провязываете как обыкновенную петлю до этого. Подхватываете, достаете на лицевую сторону и протягиваете в две петельки. Вот так. Затем мы делаем точно такой же переход, как делали с первого ряда на второй. Но я еще раз покажу вам его. И дальше вы будете уже провязывать ряды идентично второму ряду и переходить на ряды идентичным переходом. Вытаскиваем ниточку. Вот
так, чтобы у нас хорошо проходила наша основа, да, в эту петлю. Дальше крючок продеваем параллельно нашей фанере под первую косичку, вот эту, да, которую мы видим, если переворачиваем фанеру к себе вот дном параллельно. Крючок вводим под вот эти две ниточки, да, то есть вот сюда раз, одна ниточка, и вот две ниточки нашли, ввели крючок. С изнаночной стороны на лицевую вывела. Теперь эту петельку, которую мы достали, мы подхватываем крючком и перетягиваем на изнаночную сторону. Хорошенько вот тут вот подтягиваем. Теперь эту петельку берем левой рукой и продеваем в нее наше вязание, наше уже изделие. Затем берем рабочую нить у основы, вот тут вот, у основы петли, да, последнего столбика. И вытаскиваем ниточку, затягивая петельку, которую мы только что протянули. Вот так. Видите? Теперь отпускаю нить и беру ее уже у этой основы. И вытаскиваю, протягиваю, да, полностью продолжаю затягивать, формируя вот эту вот шапочку. Можно еще немножко подтянуть. Вот. Вот так вот выглядит наш переход. Есть. Теперь на этом же этапе, пока у нас только вот как бы два ряда связаны, мы не слишком еще выросли в стеночках, нам удобно спрятать уже этот хвостик здесь вот. Давайте сейчас именно это и сделаем. Я меняю крючок на крючок меньшего диаметра. И сейчас аккуратненько, параллельно вот тут вот основе спрячу этот хвостик и обрежу его. Находим вот самую ближайшую такую вертикальную ниточку и вводим крючок под эту ниточку. Достаем наш хвостик. Вот. Находим следующую ниточку и под нее тоже протягиваем хвостик. Вот так. И вот так вот, находя такие вертикальные ниточки, вот эти ножки петель, мы в них протягиваем, под них протягиваем наш хвостик. Сейчас это удобно сделать, потому что у нас еще нет стеночек, да, и нам удобно добираться, поэтому вот как раз на этом этапе я предлагаю вам спрятать хвостик. Если же вы забудете или захотите сделать позже, конечно, можно. Просто мне удобнее спрятать его сейчас. Мне кажется, вам тоже будет удобнее спрятать его именно сейчас. Но это не принципиально. Так, тут что-то запуталось чуть-чуть. Когда протянули немного хвостик, то вот так осторожненько прямо под стеночками обрезаем и немножечко вот так растягиваем. Все, ниточка спряталась, ее не видно.
наше вязание никуда не распустится. Переходим на третий ряд. Сейчас показываю еще раз, где у вас происходит переход. Смотрите, а вот наша ниточка рабочая, и вот такой вот, как бы я называю, узелок. И мы смотрим, откуда выходит, находим галочку, из которой эта ниточка выходит. Да, то есть вот она, вот узелок и та же галочка. Вводим крючок в раскол этой галочки. Сейчас, секунду. Вот так, видите? Подхватываем рабочую нить. Достаем ее. Угу. Вот так. И подхватываем, вернее, и провязываем рабочей ниточкой. В следующую галочку вкалываем крючок под шапочку и между двумя ниточками вытягиваем и 2 ниточки с крючка провязываем рабочей нитью. Не забывайте подтягивать вот эту шапочку на крючке. И галочки у нас вот так вот выстраивают наши ряды. Точно так же мы провязываем вверх то количество рядов, которое нам необходимо, и встречаемся с вами для финального ряда и завершения нашей корзиночки. Я завершаю 7-й ряд, считаю их прямо с вот этого первого ряда, то есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 рядов стеночек. Сейчас нам нужно будет еще обвязать этот ряд вверху косичкой. И, в принципе, наша корзиночка кругленькая будет готова. Для того, чтобы мое соединение и обвязка получились бесшовными, мне необходимо обрезать нить, но предварительно отмотать примерно 1,5–2 метра. То есть обрезаю не сразу здесь, а как бы 1,5–2 метра оставляю еще и только потом обрезаю. Теперь эту ниточку мы полностью достаем и сейчас закроем с вами последний ряд. Смотрите, мы закрываем, в принципе, похоже, да, как мы завершали вот эту вот косичку в самом начале. Что это означает? Мы находим нашу первую галочку в последнем ряду. Вот она. И находим ту косичку, которая выходит из нее. То есть вот эту косичку. Да? Вот. Под эту косичку мы вставляем крючок с изнанки на лицевую сторону. На крючке должно быть 2 ниточки. И протягиваем наш хвостик с лицевой стороны на изнаночную. Вот все вот эти 1,5 метра мы вытягиваем. И теперь мы должны сформировать эту косичку, да, финальную, которая закроет наш ряд, и у нас не будет переходов. Для этого мы переворачиваем вот так вот с изнаночной стороны, смотрим на наши стеночки и находим следующую, да, вернее предыдущую от первой вот этой вот ниточки нитку, вот такую вот, да, дугу, и под нее снизу вверх мы вкалываем крючок еще таким образом, чтобы у нас крючок прошел в середину финальной косички. Вот так. На крючке должно быть 2 нити также, да, то есть вот эта вот дужка
и задняя стенка финальной косички. Теперь подхватываем нашу ниточку и протягиваем на изнаночной стороне, полностью ее вытягиваем. Вот что у нас получилось. Мы сформировали косичку, которая закрыла финальный ряд, и мы можем сейчас вот посмотреть, что не видно, где эта косичка, и наша корзиночка выглядит завершенной. Чтобы обвязать корзинку, мы с вами берем крючок наш основной и находим первую косичку после того, как наша рабочая нить вышла. Вот выходит наша рабочая нить, и вот наша первая косичка. Вот под нее с лицевой на изнаночную мы вводим крючок и подхватываем рабочую нить, выводим ее на лицевую сторону. Затем вводим крючок в следующую, под следующую, да, то есть между галочками вот сюда, под косичку. Подхватываем нить и сразу же протягиваем ее в петельку. Точно так же вводим крючок под следующую косичку и вытаскиваем нить сразу через петлю. То есть мы идем вот так вот по всему периметру, формируя косичку, которую мы будем видеть сбоку. Как такой контур формируем. Я провязала полностью ряд. И сейчас мы закроем эту косичку точно таким же способом, как мы делали с вами только что на закрытии финального ряда и когда обвязывали еще донышко вот этой вот косичкой. Значит, мы достаем полностью ниточку и находим нашу первую косичку. Для таких моментов я меняю всегда крючок. Крючком поменьше мне удобней делать все такие вот манипуляции, да? Нахожу, смотрите, вот наша финальная косичка, а вот наша самая первая косичка. И я вкалываю крючок под эту косичку, параллельно стеночкам корзины. Вот так вот. Подхватываю ниточку, которая у нас осталась после обвязывания края. И буду сейчас ее прятать вот сюда на изнанку. Для того, чтобы спрятать, мне нужно крючок вывести с изнанки на лицо так, чтобы пройти крючком еще в серединку вот этой вот косички. То есть я нахожу вот тут вот место, да, то есть перед финальной вот этой дужечкой, вот нахожу такое вот местечко и в него вкалываю крючок, вот, подхватываю нить и протягиваю наизнанку. Видите, я оставила даже с запасом, у меня такой большой хвостик получился. Вот, вообще он может быть поменьше и было бы удобнее, конечно. Вот. Вот так вот мы завершили с вами этот рядочек, обвязали корзиночку, и вот такой вот она милой, замечательной получилась. А сейчас нужно спрятать хвостик сюда вот в вязание, да. Мы это делаем по такому же принципу, как мы делали и как мы прятали хвостик, который был у нас вот тут внизу еще. Вот мы сейчас находим вот такие вот вертикальные ниточки от петли. И под них протягиваем нашу нить. Где-то несколько таких вот. Смотрите, давайте сейчас вам еще покажу. Вот тут вот внимательно посмотрите, пожалуйста. Сейчас сфокусирую вам экран. Вот так, видите, выглядит наш шов изнутри. То есть, в принципе, его и не видно. И точно так же, вот вы можете посмотреть, выглядит он с этой стороны, с лицевой. То есть его нет. Фактически его нет.
прячем нить. Находим вот такие вот дужки вертикальные, вот так, под них вводим крючок. Дальше крючком подхватываем хвостик. Протягиваем. Так, я обрежу уже, потому что мне неудобно вам показывать. Вот. И этот хвостик мы протягиваем полностью. Вот так. Хвостик обрезаем. И вот такой вот замечательной, милой получилась наша корзинка. В этой части видеоурока мы с вами свяжем квадратную корзину с нашей основой. Отматываем ниточку и оставляем приблизительно 25-30 сантиметров хвостика. Берем донышко и находим место нашего соединения. Я буду делать шовчик. Он будет не сильно заметный, но все-таки изнутри его будет видно. Я его буду делать на центральной петельке на задней стеночке корзины. Поэтому крючок ввожу в центральное отверстие и начинаю вязать здесь. Подхватываю нить и протягиваю сюда. Затем беру ниточку, которая рабочая нить, хвостик оставляю, просто придерживаю его на изнаночной стороне и пока не трогаю. Мы делаем обвязку донышка полностью по периметру. Достаю нить и провязываю сразу в петлю. Так продолжаю дальше. Достаю нить и провязываю. Достаю нить и сразу в петлю. На вот этих вот угловых наших дырочках мы ничего не меняем. Также просто вкалываем крючок, подхватываем нить, достаем и сразу же протягиваем в петельку на крючке. Поворачиваем донышко и продолжаем обвязывать. Точно так же, без изменений, мы провязываем косичку по всему периметру нашего донышка. И встречаемся за одну петелечку до завершения ряда, да, то есть когда вы довяжете до вот этой петельки. Я провязала косичку по всему периметру донышка. И останавливаюсь за одну петлю до начала нашего ряда. Теперь сзади у меня есть две ниточки. Мы вязали вот этой ниточкой рабочей, и у нас есть хвостик, который мы оставили в самом начале. Нить, которую я только что вязала, я откладываю и последнюю петельку буду провязывать нашим хвостиком. То есть вкалываю крючок, подхватываю ниточку, и провязываю этой нитью петлю.
Дальше нить достаю из петельки полностью на лицевую сторону. Поменяю крючок. Возьму крючок 3,75. Им будет удобнее сделать завершение. И ввожу крючок под первую косичку, параллельно донышку. Одна ниточка и вторая. Вот так. Теперь подхватываю эту нить. Если у вас распустилась вот эта петелечка, да, сейчас, вот, то вы можете, не переживайте, вы ее просто подтяните с помощью ниточки, которая у вас пока что отложена, да, вот в сторону, которой вы будете вязать дальше. Продолжаем закрывать наш ряд. Нам нужно вот сюда, вот теперь с изнанки, да, с лицевой стороны на изнанку протащить хвостик. Поэтому я вкалываю крючок вот в это отверстие и прямо в фанеру и прямо в центр петелечки. Подхватываю хвостик и протягиваю его на изнанку. Вот так. И дальше, чтобы закрыть вот это вот местечко, да, чтобы у нас соединился и тут рядочек, я перехожу на следующий ряд, вернее на первый ряд стеночек. Да, этот ряд мы не считаем, это как обвязочный просто ряд. Я перехожу при помощи, опять же, этого хвостика. Зря поменяла крючок, я пока все еще этим крючком поменьше диаметром буду делать, удобнее попасть в отверстие. Смотрите, вот сюда мне нужно протянуть мою ниточку, вот эту вот хвостик, да, то есть я с лицевой стороны ввожу крючок в отверстие, отодвигая косичку в сторону. Вот так вот. И хвостик подхватываю крючком и достаю сюда. Так. Теперь можно поменять на крючок основной и провязываю уже, получается, не хвостиком дальше, да, закрываю петельку, а уже нашей рабочей нитью. Вот так я перехожу на стеночки. Хвостик этот мы потом спрячем, а вязать уже продолжаем нитью, которая у нас уходит в клубок. Так я иду по всему ряду, то есть отодвигаю вот эту косичку, видите, и крючок ввожу мимо, подхватываю и провязываю. Если вы чувствуете, что вам неудобно делать это основным крючком, то вы можете провязать этот ряд крючком меньшего диаметра. Тут уже, ну, как бы вы выбирайте для своего удобства, но следите за натяжением ваших петель. Отодвигаем, вводим крючок. На уголках у нас сейчас будет нюанс. Я вам покажу на первом уголочке, и вы будете так провязывать и дальше. Нам нужно будет сформировать хорошие такие уголки ровные, да, в стеночках корзины.
Так, и для этого я предлагаю поменять крючок, все-таки будет удобнее. Нам нужно будет провязать в это отверстие 3 петли в уголочке, да, то есть я провязываю вот первую, вкалываю крючок, снова в это же отверстие провязываю вторую петлю и также сюда вкалываю крючок и провязываю третий столбик. Вот так. Ну и вот тут на самом деле сейчас покажу. Если будете вязать крючком меньшего диаметра, если не хотите, да, если вам неудобно основным, то следите за тем, чтобы у вас все-таки вот тут не нужно затягивать полностью под такой диаметр. То есть немножечко давайте свободу вашим петелькам. Вот так. То есть следите за тем, чтобы... Ой, сейчас покажу вам. Смотрите, следите, чтобы ваша косичка была такая равномерная, одинаковая, чтобы были эти петельки. Таким способом мы провязываем полностью по периметру нашего квадрата, и в углах у нас будет по 3 петли. Да? Я провязала полностью по периметру, точно так же, как вам показала в начале вот этого ряда. В каждый уголок по 3 петельки. И сейчас давайте с вами сделаем соединение и перейдем на следующий ряд. Соединение будет у нас такое же, как было только что, когда мы вязали круглую корзиночку. Обратите внимание на то, что хвостик будет уже подлиннее, потому что наша основа большего диаметра. Мы вытаскиваем хвостик вот так вот, петельку, да, последнюю, и вводим крючок под косичку, самую первую, с изнаночной стороны вот сюда на лицевую. Подхватываем нашу вытащенную петельку и вытягиваем ее наизнанку. Берем левой ручкой и слева направо надеваем эту петлю на нашу основу. Теперь тут у меня много нитей, хвостик убираем, вот так вот, да, получилось. Придерживая вот тут вот натяжение, чтобы у нас не увеличилась вот эта ниточка, и беру правой ручкой нашу нить, которая рабочая нить, которая в клубочек уходит. Беру ее у основания с изнаночной стороны и начинаю вытягивать. Как вы видите, петелечка затягивается. И я вытягиваю, пока петля не затянется полностью. Вот так. Теперь оставляю петлю и беру ниточку уже у основания той петельки, которую мы только что затягивали. И начинаю подтягивать снова. Теперь вся ниточка начинает прятаться. Вот так. Вот. Вот что получилось. Так я закрываю наш ряд. И таким способом мы будем закрывать все ряды в этой корзинке. Теперь нам нужно с вами перейти на следующий ряд и начать формировать стенки корзинки. Здесь я вам советую не заворачивать вот этот рядочек, а оставить его вот именно вот так вот плоско. Немножечко это будет отличаться от того варианта, который я вам предлагала, когда мы вязали корзиночку круглую. Да, мы этот рядочек, мы его поднимали сразу вот так вот вертикально.
И у нас был вот такой вот переход, то есть галочки сразу были вверх. Здесь сейчас будет немножечко другой переход. Я рекомендую сделать так, будет немножечко симпатичнее, как мне кажется. И корзиночка будет немножечко шире за счет этого. То есть у вас диаметр был 15 на 15, но когда вы оставляете вот эти вот, да, то плюс сантиметр прибавляйте, когда вы оставили эти края. Давайте перейдем на первый ряд. Я взяла крючок номер 6, основной крючок. И сейчас мы будем провязывать первый ряд, оставляя вот эту вот ниточку здесь, таким вот рядочком, который будет отделять наше дно и наши стенки. Крючок я вкалываю в следующую петельку от нашего перехода. То есть вот переход, и я вкалываю в следующую петельку. Вот сюда, в такую вот косичку. Видите, вот этот переходик у нас был, соединили мы. И вот у меня полноценная косичка. Вот в середину этой косички я вкалываю крючок. И также захватываю вот эту дужку. Сейчас я вам ее покажу. Вот сюда, смотрите, под дужечку. Вот так. Вкалываю крючок. Как бы параллельно фанере, параллельно донышку. Теперь беру рабочую нить и достаю ее. И провязываю. Так я формирую первую петлю первого ряда стеночек. Точно так же вкалываю крючок в серединку следующей косички и захватываю вот эту вот дужку. Подхватываю рабочую нить и провязываю уже 2 петли. Петлю на крючке подтягиваю посильнее. И так точно продолжаю. Раз. Достаю ниточку 2 и провязываю 2 ниточки вместе. Смотрите, вот эта линия у нас остается. То есть мы за одну половинку петли вяжем, вторая половиночка петли, да, стеночка, остается здесь, и эта полосочка будет отделять как бы донышко и наши стеночки, формируя такой вот симпатичный край. А сейчас мы продолжаем, вяжем так до уголка. И когда вот сейчас мы подойдем к уголочку, да, к 3 петелькам, я вам покажу нюанс, который необходимо сделать для того, чтобы наши уголки были острые. Смотрите, я провязала последнюю петельку без удвоений, да, и вот моя уже угловая петля, в которой у меня 3 получается столбика. Вводим крючок точно так же, да, в одну петлю, в первую, и провязываем, вернее, и достаем. Дальше не провязываем, а вводим крючок в следующую петлю, вот, в петельку угловую. Также точно под шапочку и точно так же в эту косичку. И тоже достаем в уровень с предыдущей. Теперь эту петельку снимаем с крючка и осторожненько, не затягивая ее, провязываем 2 петли предыдущие. Вот так. Теперь вкалываем, возвращаем крючок в эту петлю и провязываем уже эти 2 петли. Вот так. Таким образом мы формируем наш уголок. Сюда в 3 петлю, которая у нас еще угловая, и во все остальные петельки, вплоть до следующего уголка, то есть вот прям до вот этой вот петли, мы вяжем, ничего не меняя. Да, то есть вяжем
точно так же вкалываем крючок, подхватываем заднюю дужечку, достаем ниточку и провязываем 2. И вот таким же точно способом провязываем до конца. В уголок мы опять сделаем такую же манипуляцию. Подошла к угловым петлям. Итак, в первую петлю из 3, которые провязаны в угол, я провязываю, протягиваю нить и не провязываю ее. Во вторую ввожу крючок точно так же. Подхватываю нить и достаю. У меня остается 3 ниточки на крючке. Третью ниточку, да, вот эту петелечку, я снимаю с крючка и осторожно ее, не затягивая, провязываю 2 петли на крючке. Опять надеваю эту петелечку на крючок и провязываю 2 петли на крючке. Вот таким вот способом. Следующую петелечку провязываю обычный столбик. Вот так. И продолжаю вязать обыкновенные столбики, да? Вот так вот мы провязываем. Дальше точно так же этот уголок и встретимся с вами в конце ряда. Я оставила 2 петельки, сейчас вместе с вами их хочу провязать и показать, как мы сделаем здесь переход. Смотрите, вот такая вот у меня последняя петелечка, косичка, да, вот это. Вот, видите, такая последняя, четко выраженная. И дальше наша петля с переходом. Вот так она выглядит. Давайте провяжем эту и затем последнюю петельку. Вводим крючок точно так же в серединочку и под вот эту шапочку. Вот так. Провязываем петлю. И подходим как раз к нашей вот этой петельке переходу. Крючок вкалываем под вот эту нить. Вот, видите, ниточка, вот сюда. И под вот эту ниточку, которая у нас здесь формирует шапочку. Вот, то есть точно так же мы находим 2 петельки, вернее 2 ниточки. Вот. Подхватываем и провязываем. Затем достаем нашу петельку полностью до того размера, чтобы мы могли протянуть наше донышко в эту петлю. И делаем переход на следующий ряд, точно такой же, как мы делали в предыдущем. Итак, крючок основной свой я беру и вкалываю в ту петельку, которая у нас прямо под переходом. Да, то есть вот моя рабочая нить. И вот в эту петелечку я вкалываю прямо в серединку галочки. То есть вот сюда. Вот так выглядит с изнанки крючок, да. И вот так с лицевой стороны вкалываю. Подхватываю рабочую нить, достаю ее и провязываю. Дальше ввожу крючок в следующую галочку, вот сюда. Вывожу
под шапочкой и между двумя вот такими вот ножками. Вот ножка, раз и два. Подхватываю рабочую нить, достаю и провязываю уже 2 петельки, которые на крючке. Так вяжем до нашего уголка. Смотрите, здесь вот, да, моя петелька, которая с этой стороны стеночки, и затем мы переходим на другую стенку корзины. Еще можно ориентироваться по вот этим нижним петелькам, да, то есть угловая петелька. Вводим крючок в галочку, также точно в раскол. Тут попадаем, смотрите, вот сейчас я вам покажу, не попала, и вот я вам могу как раз остановиться. Вкалываем так, чтобы прошла ниточка вот так, видите? Подхватываю я рабочую нить, но не провязываю. Дальше в следующую галочку вкалываем. Вот так. Провязываем. И снимаем с крючка. Возвращаемся к 2 петелечкам. Провязываем их. Надеваем петельку на крючок и затем провязываем уже эти 2 петли. Вот так. Дальше вяжем до угловой петельки. Опять точно так же, да, то есть просто галочки в раскол, ничего не меняем. Вот так выглядит наш переход. Полностью провязала второй ряд. На уголках делала идентично тому, как показала вам здесь. И точно так же, как и тут, провязывала стеночки. Все галочки у нас провязываются в раскол. Никаких изменений я не делала. Давайте сейчас перейдем на следующий ряд. Мы вытягиваем нашу ниточку. Вот такую петелечку, да, у нас получается, оставляем. Крючок вводим опять под первую вот эту косичку горизонтальную с изнанки на лицо. Вот так. И эту петельку, которую мы только что достали, протягиваем на изнаночную сторону. Хорошо подтягиваем ее вот тут, чтобы эта ниточка была примерно такого же размера, как и размер ниточек у петель. Теперь левой рукой продеваем в петлю всю нашу корзинку. Хвостик убираем и берем ниточку вот тут у основания вот нашей последней петли. И аккуратно начинаем вытягивать и затягивать петельку. Контролируйте вот это местечко, чтобы оно у вас не меняло свою длину. Вот так. Теперь я перехватываю и беру нить уже у вот этой вот первой петли и затягиваю петлю еще сильнее. Вот так. Вот. Смотрите, у нас еще не спрятан вот этот хвостик.
И сейчас как раз очень удобно его спрятать. Беру крючок меньшего диаметра. И сейчас аккуратненько спрячем этот хвостик. Протягиваем его к стеночкам, подтягиваем вот сюда. И теперь протягиваем тут в первом рядочке. Думаю, что уже достаточно, наша ниточка никуда не денется. А здесь можем ее обрезать и перейти на третий ряд. Давайте перейдем на третий ряд. Переходим мы всегда в том месте, вот в той галочке, которая у нас под нашим переходом, то есть вот сюда вкалываем крючок. Вот так. Подхватываем ниточку и провязываем. Все. Вкалываем крючок всегда в галочке. Вяжите ровно, не затягивайте и не ослабляйте нить. Контролируйте ваше натяжение. Сейчас еще раз покажу вам уголок. И после этого мы встретимся уже для завершения нашей корзиночки. Так. Находим нашу первую угловую петельку. Вот она. Вкалываем крючок таким образом, чтобы ниточка у нас была справа. Вот это, видите? Вот. Подхватываем нить, но не провязываем. 2 петли остаются на крючке. Вкалываем крючок в следующую галочку и также достаем нить. Третью петельку достаем, снимаем с крючка и провязываем первые 2. Будьте осторожны и не затягивайте вот эту петельку. Вот, затем провязываем еще 2. Вот так. И дальше вяжем опять галочками в раскол до следующего уголка. Переход я вам показала. Как мы провязываем галочки, вы знаете. Как мы провязываем уголки, чтобы они были вот такие вот у нас остренькие и ярко выраженные, вы тоже знаете. Вяжем примерно еще, ну давайте ориентироваться на вот эту нашу круглую корзиночку. Да, у нас здесь 7 рядочков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 7 я считала этот. Ну да, получается нам тоже 7 рядов. 1, 2, 3, то есть еще где-то 4 ряда необходимо провязать. И встретимся с вами для того, чтобы завершить нашу корзинку. В стеночке корзины я провязала 7 рядов от начала, да, то есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все вязала точно так же, как вам показывала, делала смену на уголках и просто вязала столбиками в раскол без накида. Сейчас нам нужно завершить, закрыть этот ряд, чтобы не было видно соединения, когда мы будем смотреть на корзинку сверху, и нужно сделать обвязку вот косичкой. Я буду делать все точно так же, как делала в маленькой корзинке. Ну, давайте сделаем вместе обвязку. Оставляю точно так же, примерно 2 метра нити. Так, даже больше, сейчас проверим.
Я проверяю таким образом, что обматываю без натяжения 5 раз вокруг той корзинки, которую обвязываю. И такой хвостик беру, мне его достаточно. Это примерно получается 2,5 метра сейчас у меня. Вытаскиваю этот хвостик полностью, достаю. И вот тут мы сейчас будем с вами формировать петельку. С изнанки на лицевую сторону ввожу крючок под косичку, самую первую косичку. И протягиваю эту длинную нашу ниточку на изнанку. Вот так. И теперь нам нужно сформировать эту петельку, поэтому мы вводим крючок под вот эту шапочку и под заднюю стеночки вот этой последней косички. Вот сюда. Раз. И прямо в серединку косички. Два. Вот так. 2 ниточки на крючке. И нашу нить, хвостик, протягиваем теперь сюда. Смотрите, вот так выглядит переход. Сейчас, когда мы еще обвяжем край, то выровняется вот этот вот небольшой такой момент перехода. И когда уже на финальном этапе вы будете отпаривать, тоже просто уделите внимание этому моменту и выровняйте ваше вязание. Что мы делаем с вами дальше? Берем нашу ниточку и смотрим, откуда она выходит. Вот. Под вот эту шапочку следующую, да, то есть первую после ниточки, мы вводим крючок. Да? То есть не в галочку, а вот сюда под шапочку. И подхватываем нашу нить. Достаем. Вводим крючок под следующую шапочку. Достаем рабочую ниточку и сразу же протягиваем сюда. Следующую. И сюда. И вот таким способом мы с вами обвязываем всю нашу корзиночку, формируя эту косичку. Мы точно так же с вами делали, когда вязали нашу круглую корзиночку. Давайте я сейчас дойду до уголка. Вместе со мной проделаем этот момент, чтобы вы увидели, чтобы вас ничего не смущало. Да, то есть тут абсолютно мы ничего не меняем. Вот так провязываем уголок и все. Полностью обойдите по периметру корзиночку и встретимся с вами, чтобы завершить уже нашу корзинку полностью. Остался финальный этап. Мы с вами обвязали корзинку, связали ее. И теперь нам нужно закрыть этот рядочек обвязочный. Поэтому достаем ниточку полностью из петельки. Крючок вводим параллельно стенке корзинки под самую первую косичку. Вот так. Подхватываем рабочую нить и достаем. Теперь протягиваем ниточку на изнаночную сторону. Вот так. Меняем крючок, и финальное, что осталось сделать, это спрятать эту нить в наше вязание. Можете посмотреть, вот как выглядит
У меня шовчик с этой стороны. Все достаточно аккуратно. И с лицевой стороны шва практически нет. Ну, то есть его нет, немножечко такой переход виден. Давайте спрячем нить. Ниточку прячем точно так же вот сюда в полотно вязания. Проходим под вот этими вот вертикальными ниточками, крючком, и достаем нить. Наша корзиночка готова. Вот такая вот красивая она получилась. Также у меня уже есть круглая корзиночка, маленькая наша. Спасибо вам огромное за то, что вязали по мастер-классу. Все материалы для того, чтобы связать такую корзиночку, даже две такие корзиночки, да, вы можете приобрести на сайте Триколина. До новых встреч!